Hola, benvinguts en aquest debat online organitzat pel CCCB en ocasió de la publicació del llibre de Victoria Lomasco, que és Amb nosaltres des de Moscou, a la publicació en català i aviat en castellà per part de Godall Edicions. Jo em dic Marta Nin i soc traductora i he traduït la versió catalana i castellana d'aquest llibre. Victoria Lomasco, pels qui no la conegueu, és una artista russa nascuda a Serpukhov i es va graduar en Arts Gràfiques a la Universitat Estatal de Belles Arts de Moscou. Aviat es va especialitzar en el reportatge gràfic i fent servir la tècnica del dibuix pròpia dels quaderns militars, dels quaderns dels Gulag, del setge de Leningrad de Rússia del segle passat. La seva obra s'ha publicat i s'ha exposat arreu del món, tant a Rússia com a Europa, als Estats Units, i recentment Victoria Lomasco s'ha endinsat en el que és la tècnica i l'art del mural. També hem de dir que ella ha participat i ha col·laborat amb diferents organitzacions de drets humans. I bé, doncs comencem aquest diàleg que tindrà lloc en rus i trobareu sota a la part baixa de la pantalla els subtítols en la llengua que vosaltres vulgueu triar. Здравствуйте, Виктория. Добро пожаловать на этот канал Центра современной культуры Барселоны. Мы очень рады представить вас и вашу работу своей публике. Благодарим за ваше присутствие. И прежде всего с Барселоны мы хотели бы знать, какова ситуация в России с коронавирусом, общая ситуация, также как карантин влиял на вас, на ваше творчество. Вот. Но мне скорее известна ситуация в Москве. Я уже больше 2 месяцев нахожусь исключительно дома, в Москве, никуда не могу выехать отсюда. И здесь ситуация похожа на анекдот. Например, вчера наш мэр сказал, что мы можем наконец-то гулять, но по специальному расписанию. Жители должны смотреть, в каком доме они прописаны, и в какой день и сколько часов может гулять этот дом. Но это ситуация абсурда. Мы получаем очень мало какой-то поддержки от нашей власти, но очень много абсурдных, странных решений. Что мы должны делать? А как на меня лично повлияло? Последние 3 года я занималась именно монументальным искусством, фресками, и практически не бывала дома. Я приезжала в Москву, только делала следующие эскизы, меняла чемоданы и ехала дальше. А теперь я опять у себя дома и рисую графику небольшого размера. Почему вы скучаете больше всего на карантине как художника? Для меня на самом деле, мне, конечно, интересно находиться сама с собой, много всяких идей, но даже для своих фресок я всегда нахожу сюжеты в реальности. Мне крайне важно быть в гуще событий, наблюдать ситуации, людей, делать зарисовки. Это все меня питает. Например, у меня был недавно заказ нарисовать комикс про ситуацию с коронавирусом в Москве. И хотя нам запрещено гулять без больших причин, мне пришлось выйти и гулять по Москве, чтобы найти сюжеты.
Для меня невозможно просто находиться дома, просто изучать медиа и рисовать по фотографиям. Я это не люблю. Мгм. Интересно. Но я надеюсь, что когда карантин закончится везде и все в порядке, вы можете приехать сюда и представить вашу книгу «Другие России». Замечательно, что уже распространяется на каталанском, а скоро будет публиковано на испанском. Каким образом она родилась и как бы вы отделились ее? Мгм. На самом деле у меня не было вот такой амбициозной идеи, что я буду делать книгу. А если бы мне кто-нибудь сказал, что на самом деле я делаю книгу, это займет в общей сложности 10 лет, наверное, меня бы это могло даже немножко испугать, такой длинный период. Но я просто рисовала отдельные репортажи, без идеи книги. Таких амбиций не было, потому что у нас в России только одно нормальное графическое издание, издание графических книг, называется «Бум-книга». И совершенно не факт, что это издание было бы заинтересовано публиковать что-то на очень жесткие политические темы. Поэтому я чувствовала себя абсолютно независимым персонажем, который что-то делает просто потому, что хочет это делать. И издательства в Америке нашли мои переводчики, и это была их идея, что можно сделать книгу. А в самой книге, наверное, интересна ее композиция, что книга состоит из двух частей «Invisible» and «Angry». И когда я ее начала делать в 2008, наверное, году, это было время путинской стабильности, так называемой. Мгм. И, собственно, у людей в Москве были, по сравнению с нынешней ситуацией, неплохие условия. Гораздо больше денег, возможностей, не такая жесткая цензура. И получалось, что есть замкнутое сообщество современных художников, а есть весь остальной мир. Мне это было как-то странно. Что же я за художник такой, который находится закрытым в белом кубе? Мне хотелось выйти и начать смотреть, а как живут другие социальные группы, что происходит вообще в моем городе, в моей стране. И, наверное, самое мощное впечатление тех лет, насколько мы все разъединены друг от друга. Никто не знает, но если, например, заговорить с менеджером из офиса, у него не будет никаких представлений о том, как живут художники, как живут писатели, как живут люди в провинции, что у нас есть детские колонии. Ни о чем. Если поговорить с людьми с провинции, у них не будет никакого представления о том, как живет, например, интеллигенция в мегаполисах и так далее. И мне хотелось связать эти все истории в общее такое повествование, в общую картину. Но в 2012 году это был необыкновенный год для России. Весь год шли мирные протесты, достаточно массовые. До 150 тысяч людей, это много для современной России. И разумеется, мне это стало гораздо интереснее, чем попадать в различные невидимые сообщества. Если говорить о России, то это вообще такая невидимая страна, закрытая страна, невидимая страна, с официальными медиа, которые очень много о чем умалчивают. И когда что-то становится видимым, когда появляется протест, это крайне интересно.
Когда я стала рисовать митинги, различные стачки, акции, мне пришлось по-другому вообще думать, как это все изображать. У меня была такая идея, что я рисую портрет каждого митинга как живого существа, как живого создания, что каждый раз толпы людей, они выглядят по-разному, с каким-то особым общим настроением. Книга тоже доступна на английском, на немецком, на французском, но На на финском, русском не на финском опубликована. еще. Но, однако ваша предыдущая работа получила высокую оценку в России, и вы приняли участие в выставках. Что случилось? Эта книга, власти думают или считают, что эта книга опаснее или что-то изменилось? На самом деле, с того момента, как я закончила книгу в 2016 году, было принято очень много новых законов, которые касаются цензуры. Оскорбления власти, разжигания вражды и так далее, и так далее. Этих законов очень много. Я их даже все не знаю. И законы крайне расплывчаты. По ним можно с легкостью посадить человека за какое-то даже не политическое, социальное высказывание, там, например, на 5 лет. И на самом деле у меня были переговоры с российским издательством, и даже есть макет на русском языке. Но мы получили консультацию адвокатов, что если книга выйдет, мы будем жить как на мине замедленного действия. В любой момент, когда захотят, против нас могут затеять судебные процессы и против меня, и против издателя. И мне этого не хочется. Я так считаю, что все-таки английский язык, он доступен практически всем. И мне хочется продолжать свободно работать, а не думать, что, например, мне придется в течение 2 лет находиться в здании суда и судиться. И очень много таких ситуаций, когда люди из сферы культуры, искусства хотят делать смелые шаги, опубликовать что-то, выступить и так далее. Но потом их ставят в такие условия, что они либо не могут продолжать работать в профессиональной сфере в России и должны эмигрировать. Поэтому, чтобы, например, публиковать книгу в России, на самом деле я должна готовиться уже морально к эмиграции. Поскольку вы работаете за границей из-за цензуры, но живете в России, вы не боитесь, не знаю, оказаться в тюрьме, или вы не боитесь? Ну, во-первых, если живешь в России, то не знаешь, что с тобой может произойти. Можно не сделать абсолютно ничего и все равно получить проблемы. Такая страна. Вот, поэтому мне не хочется жить в вечном страхе. С другой стороны, для власти больше всего они не любят искусство, которое по-настоящему медийно, которое распространяется мгновенно. Я имею в виду что-то наподобие акции Pussy Riot, да? То есть, когда они не могут сдерживать распространение такого высказывания, точно будут проблемы. Что касается графических книг и вообще визуального искусства, само по себе это искусство не обладает такой властью и силой, как, например, кино.
это не настолько, это не может быть настолько громким и скандальным высказыванием, так я думаю. Мгм. М. Ну, все-таки вы храбры. Несмотря на ваша социальная приверженность, вы говорите, что ваша работа не политическая, и терпеть не можете, когда вас называют активистом. Почему? И с другой стороны, с вашей точки зрения, какую роль играет искусство в социальных и политических вопросах? Мне кажется, что искусство должно давать какой-то выход людям. И поэтому оно должно быть чем-то больше, чем иллюстрация к политической ситуации. Мне не нравится такое активистское искусство, которое сделано действительно на горящие, важные темы, но это иллюстрация к проблеме. Мгм. И когда художника называют активистом, получается, он должен действовать уже именно в этих рамках. На нем стоит как такое клеймо. За все хорошее против всего плохого. Как он должен высказываться, в чем он должен участвовать. Очень много ожиданий. Я считаю, что быть художником — это быть максимально свободным. И также быть свободным от всяких измов. Я не хочу быть активистом. Даже я не хочу, чтобы меня, например, называли художница-феминистка, потому что это тоже какое-то уже клеймо. Мне как бы, конечно же, близки феминистские взгляды, я их разделяю, но художник — это вообще, значит, я могу меняться каждый день, даже могу меняться в течение дня. И это все зависит только от меня. Вот об этой личной свободе я и хочу говорить в своих работах, особенно в последних фресках. Да, в последнее время вы перешли от графического репортажа к росписями, к фресками по какой-то конкретной причине. И откуда вы черпаете вдохновение для монументального формата? Все, я беру темы все оттуда же, из окружающей меня жизни. И на самом деле это такое очень логическое продолжение моих графических репортажей. Я даже приготовила тут рисунки, чтобы продемонстрировать, как это происходит. Вот в последнее время, если говорить о России, мне важна тема нового поколения, 20-летних, которые принимают участие в протестах. Например, вот такой рисунок, сделанный прошлым летом. И это молодые люди, участвующие в несанкционированном, в неразрешенном митинге. Их очень жестко разгоняет полиция. При этом они говорят, я была в их толпе и слышала, что они говорят про экоактивизм, про квирность, про необходимость сделать в стране раздельный мусор, про веганство. Эти темы в моем поколении вообще не обсуждались. И я задумалась о том, что вот эти 20-летние, они такие же, как их сверстники в Европе, в Америке, но почему-то закрытые, как в какой-то затхлой коробочке в каком-то черном лесу, без всякого выхода. Все, что они могут, это выйти под удары полицейских дубинок и снимать на iPhone, что происходит. И вот это уже часть фрески,
Так, так покажу. И вот, например, они, да, кого я видела на митингах. И здесь я уже рассуждаю о том, что наши родители — это как корни до сих пор держащие нас за советскую ситуацию. А новое поколение — это как ветки, удерживаемые корнями в темном лесу. Или, например, это тоже часть этой фрески. Фреска называется «Grandmother's Garden», бабушкин сад. И вот такой сюжет. То есть реальная сценка. Полицейский задерживает участницу протеста. Для меня это уже становится символом. Такое дерево насилия. Прекрасно. Спасибо. В Лондоне у вас есть, по-моему, ваш первый постоянный фреск, на котором вы написали стихи. Вернее сказать, я думаю, что, во-первых, вы написали стихи, а потом вы создали фреск. Кажется, что слова почти необходимые для вас, как художника. Абсолютно точно. На самом деле, я родилась в семье художника, вот такого советского оформителя и живописца, который решил, что его ребенок обязательно будет художником. Вот в обязательном порядке. А в детстве я любила не столько рисовать, сколько писать. Писать маленькие рассказы и стихи. Но как бы папа очень на меня давил, что я должна быть художником. И в детстве у меня были огромные холсты, профессиональные краски, кисти. И он хотел, чтобы я писала картины маслом. Но мне это было неинтересно. Ему удалось, чтобы я стала художником, но художником всегда пишущим. Действительно, у меня в работах всегда присутствует текст, либо такой документальный, как репортаж, как «Ваза Russians», либо поэтический, который я включаю в murals. И я думаю о том, что это как бы текст и изображение, это как две волны такие идут. Но о чем я говорю? Что иногда меня интересует больше то, что говорят люди. И я делаю, например, вот такую быструю зарисовку, очень быстрый портрет, и это как иллюстрация к моему тексту. Текст очень сложный, с деталями, а зарисовка быстрая, сделанная за 5 минут. А иногда я вижу, что это какая-то очень важная сцена. Это какая-то символическая сцена. И я показываю это как символ, и текст тогда становится, наоборот, подписью к работе. Вот интересно, как идут одновременно два этих ритма. То изображение становится важнее, то текст. И это сложность. Получается еще третий ритм. И в отношении процесса создания, какая разница между графического репортажа и фреска? Ну, на таком маленьком листочке бумаги, конечно же, нельзя развернуть большое высказывание. На маленьком листочке бумаги можно изобразить конкретную ситуацию. А когда у меня есть большая стена или вообще стены всего пространства, я могу делать крупное высказывание про историческую ситуацию, про то, где наше место вообще в истории,
про взаимоотношения не только внутри России, но где наше место в интернациональном мире тоже. И я начинаю говорить уже языком символов. Мне кажется, что фрески гораздо поэтичнее у меня получаются, и для меня это в какой-то мере возвращение поэзии. И вообще называю росписи застывшей поэзией. Мне хотелось сказать тоже, почему Виктория Ламаска последний советский художник. Можно... Расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Я сама придумала этот термин, никто мне не давал такое звание, но я сама его взяла себе. Да, интересно. Как я уже сказала, мой папа был советским оформителем. Таким прям настоящим художником, который на секретном заводе делает советскую агитацию. Рисует Ленина, рабочих, коммунистов. И в детстве я видела его рабочие альбомы со всей этой пропагандой, как он обслуживает нашу власть, и при этом совершенно не верят в нее. На меня это повлияло очень сильно. И важно, что я из последнего поколения, для которого советская — это часть жизненного опыта. Я даже успела быть пионером. А те, кто младше меня, им уже приходится слушать чужие рассказы, смотреть фильмы, читать книги. У них о советском другое представление. Либо они считают, что это абсолютно мрачное время, либо идеализируют его. А я помню и хорошее, и плохое. Я очень хорошо помню, чем это время отличалось, и часто использую его символы в своих работах. А также важно, что в нашей стране, вот в Советском Союзе, в такой закрытой империи, сложилось достаточно специфическое художественное образование, наши местные локальные школы, которые сформировались после революции в 20-х годах. И, например, мой учитель был учителем Владимира Фаворского, это вот теоретика, который еще 20-х годов. И получается такая линия учеников, учителей, учеников, и я последний ученик. Мне уже некому передавать подобные знания, на мне все заканчивается. Поэтому, без сомнения, я последний советский художник. Никто не может отнять у меня этот титул. Очень хорошо. Благодарим, большое спасибо еще раз за ваше присутствие. Пора заканчивать. I'm very happy to take part in this event. I'm very happy that my book in Catalan and Spanish language. Мы тоже очень рады. Мне было очень приятно разговаривать с вами. Счастливо, Виктория. До свидания. Bé, doncs ho deixem aquí i podeu seguir la programació i l'agenda del CCCB a la pàgina web cccb.org. Esperem que us hagi interessat aquesta conversa. Doncs moltes gràcies per la vostra atenció.